Что ж, друзья, всем привет, с вами Мистер Ёжик, и сегодня мы снова играем как бы на Присоне, да, то есть, Присон, Revolution Prison, да, то есть, и снова обнова, то есть, что я хочу сказать этими словами, то есть, если мы тпшимся на спаун, то есть, если мы отправимся, вот, например, в столовую, кстати, я разобрался с лагами, которые у меня были в прошлой серии, так что извините, что были лаги, но это был такой краткий обзор небольшой. В общем, вот, как мы видим, тренер, который может повышать вам там ловкость и все прочее, то есть, да, проклятие. И, в общем, вот так вот все. И что ж, то есть, кейсики, то есть, да, так как все дропается, то есть, кейсы есть, то есть, они как бы не очень часто выпадают, но все же, например, если вы будете копать блоки, то, то есть, как бы, кейсики будут выпадать. В общем, также сейчас, работает бустер, но я думаю, после этой серии, как только она уже выйдет, бустер вряд ли будет работать, поскольку он получасовой. Кстати, благодарим игрока, как мы видим, вот, да, то есть, вот, игрок, то есть, заходим, например, и можно посмотреть, какой игрок включил, то есть, да, Тима 003. Огромное ему спасибо. Кстати, кто не помнит, напоминаю, как, в общем, продавать все. Также, в общем, ладно, то есть, sell all и, в общем, Также напоминаю, что есть такая работа, которая доступна, если я правильно запомнил, что для этого уровня, то есть вы носите ящики, то есть вы заходите, вам показывать, для какого ящика это что есть, да, то есть это более подробный обзор, можно сказать, этой игры, и подходите и кликаете ящиком. Два ящика брать нельзя, то есть поскольку благодаря 1.9 можно, то есть, в одну руку взять и во вторую, но все же, то есть, если вы будете там, то есть, два ящика использовать, то что вам будет? Вам будет только пить и все. Что я могу сказать, то есть, как мы видим. То есть, как мы видим, очень много азиатов, да, но как бы дело в том, что я тоже, скорее за все, за азиатов пойду, поскольку когда я затронул в прошлой серии Кристалликс, да, то есть уже говорю про Кристалликс, то есть в прошлой серии я как бы затронул эту тему. Ну что ж, пора ее уже более подробно рассказать. На Кристалликсе я точно так же играл в Прison, да, то есть как бы команды я все знаю, то есть прокачки и все такое, то есть также инструмент, то есть написать за что-то $15, как бы, то есть кликнуть первым $10. Это прикольная прибавка, Так, в общем, ящики для старта, это, то есть, чтобы пофармить деньги, это удобнее, как бы, ходите сюда, таскаете, в общем, и получаете за это все деньги. В общем, вот так как-то. Ладно, что ж, если я говорю записали, то давайте продолжим. То есть, вы теперь, то есть, Кристалликс, это, в общем, такой сервер, на котором тоже есть Прison, и... ладно. В общем, на Кристалликсе есть Prison. Я там играю за азиатов, и у меня там 7 левел. Но суть не в этом, суть не в броне, ни в чем. То есть суть в том, что у меня там 7 левел, и я играю за азиатов. И скорее всего я точно так же пойду за азиатов, поскольку, во-первых, их много, хотя этого ни к чему, поскольку если я уже начал на серверах играть за какую-то одну фракцию, то какой мне смысл переходить за какую-то другую, то есть, да, за каждый склад, кстати, больше разные деньги дают, за $0.8, за B1.5 и за C 2.5 вроде. В общем, сейчас я вам буду показывать остальные шахты. И, в общем, как-то все вот так. Сейчас отнесем ящик, чтобы у нас не было никакого замедления. Кстати, это на склад Б. То есть за каждый ящик, если я правильно помню, можно посмотреть его цену, то есть, да, то есть смотрите, вот где-то должно быть написано, я в этом уверен. В общем, вот, то есть, как я сказал, 2.5, 1.5 на 8. То есть вот есть такая вот шахта сена, на которой, в общем, вы можете фармить сено, но сено что рукой добывается, там ножницами каким-то. То есть все одинаково, я так понимаю. То есть, но лучше всего... шахта прям перед мной. Лучше всего добывать как бы вот киркой, поскольку иногда встречается глина. Что ж, давайте отправимся на спаун. То есть... долбаная мышка. Надо подписать, ладно. В общем, на спауне точно так же есть и шахта, вот арбузная, вот давайте, то есть арбузно-тыквенная. Давайте мы сейчас, вот, например, выкопаем, да? И увидим, например, сколько нам дадут денег. Минус 36, то есть поскольку... То есть минус $36, поскольку это, ладно, в общем, я думаю, все поняли, что вот за 7, поскольку я постоянно забываю.
на шахте как-то так получается. То есть на шахте вот такой прикольный парк. Кстати, точно так же работает такая вот система. То есть вы с самого старта получаете какой-то топорик. И вы этот топор, например, ну, в общем, я дальше топор. И топор вы как бы, то есть можете улучшить бесплатно до, я так понимаю, второму уровню, только получаете простой топор. Но чтобы его улучшить, вам нужно будет подойти к торговцу и дать его торговцу этот топор. И он вам апгрейдит, то есть вы заберете уже улучшенный. Но суть работает в том, то есть, ну, я не говорю, что нету апгрейдов, то есть апгрейды есть, да, то есть левел, короче, ладно. В общем, вы открываете тогда следующий левел, ну, то есть, да, то есть как прокачать? Вам надо добыть один блок, и чтобы тогда вы сможете апнуть. То есть если вы, например, возьмете какой-то левый топор, на котором ни разу блоки не добывали, то как бы, вот такая проблема. Что за торговец, сейчас я более детально объясню. В общем, вот этот торговец, то есть у меня простого топора нету, поскольку этого нету. То есть как вы ему даете топор, и он вам как бы дает улучшенный, но чтобы он вам дал улучшенный, то вам нужно ему сначала добыть один блок хотя бы. Так, поедим немного. Кстати, вот, в общем, красивый спам, да? Вот это, в общем, такой магазин. И, в общем, к нему можно попасть в команды Warshop, и, то есть, ну, там можно, там, за звезды, ну, звезды, я так понимаю, из боссов падают, ну, хотя это так, как и раньше было. Технические звезды, я тоже понимаю, из боссов падают, или как-то отдельно, ну, то есть, зелье огнестойкости, которое нужно для адской шахты. И, в общем, коня, который лучше за все или с кейсов бывать, или в аукционе покупать. Хотя это не... я думал, это не физический НПС. Ладно. Не, ну, в общем, игровую механику Майнкрафта мы включаться не будем. Точно так же есть Вабра, но я ее покупать не буду. Вот, то есть, как видим, я немного не успел нажать, но что ж. В общем, кстати, сколько мы там заработали? Ну, то есть, плюс бустер, ну, то есть, буквально $6. Это вполне приличная сумма. Ладно, давайте отправимся на шахту камня. Если бы меня еще текст немного не записал, то это было лучше идеально. Ну, также, кстати, здесь очень много шахт, и мне лично, ну, как бы, вот такая вот шахта нравится. То есть, а вот мне интересно, можно ли, например, писать mine стоны, поскольку я все-таки не проверял. Ясно, пишет, что такой шахты нет. Ну что, суть не в этом, то есть мы, в общем, спускаемся, и вот тут такая шахта, на которой играют, ну, также игроки, которые все добывают, там, да, и так далее. То есть мы копаем. Вот скажите мне, что может быть лучше, чем краш-запись? То есть не записи, а краш Майнкрафта во время записи. Ладно, ну, как бы, добывайте камень, да, ничего особого. Ну, ради шахты я, как бы, вроде бы все показал, то есть, в общем, например, то есть, да, ну, те, которые мне доступны, да, то есть, нет, там не какой-то сверхлевел, то есть, ну, тоже удобно. То есть, могу показать, которые есть. То есть, как я сказал, за Warshop. То есть, IP сервера, естественно, в описании, то есть, да, то есть, есть столов, есть все, но есть еще такой, в общем, интересный варп home. То есть, вы телепортируете, здесь вот у нас такой варп, это что-то как бы похожее на подвал, но, в общем, это, так понимаю, здесь спавна. Так, бустер флизи, одна штука, $2. То есть, бустер флизи, ну и так далее. То есть, а что же можно делать с этими бустерами флизи? Можно за 80 факел, цветной горшок, ну, это все вещи для дома, я так понимаю. Может, здесь кого-то дропается, я думаю, там, слайма. То есть это все, чтобы вы могли лишь прокачать дом. То есть, да. И все для вашего удовольствия. То есть пишите, что хотите, делайте, что хотите. Кстати, что у меня в языке? Кому интересно, ставьте лайки. И узнаем в следующей серии. В общем, как видим, вот буй регион, то есть, чтобы что-то купить. И, в общем, можем, например, подняться куда-то. И на втором этаже домик есть, то есть можем посмотреть, какие здесь домики есть, да, то есть может какой-то свободный есть. Вот, то есть буй регион, то есть мы можем подписать буй регион. В общем, хотя, вот так, то есть мы арендовали, то есть все, может зайти, то есть, да, как мы арендовали за $60, и, да, то есть... мы арендовали сейчас все у нас только. Мы, получается, сегодня, то есть на 4 дня, да? Или сколько, да? Так, какое сегодня число? Блин. Чтобы помнить, какое сегодня число. Ладно, сегодня вроде 15, что, ну вот, мы купили дом, вот теперь, да, то есть, и теперь вот мы, например, отправляемся, мы сменяем блоки на полустенах цивилизации ВЛС. Ну, это чтобы написать админу, так. В общем, давайте вот, например, купим коврики, да, то есть, где можно купить коврики для дома.
То есть я на 5-й уровень не особо спешу переходить, но все же. Так вот, ну блин, я думаю, что мне на 32, то есть у меня денег немного не хватит, ну ладно. Забег, в целом, честно, ну, то есть, ну, как бы от Майнкрафта, это там стоит барьер. Ну что же, в общем, точно так же я говорю, шахты, работайте, добывайте. Кстати, я забыл в прошлой серии, то есть как вы спавнитесь, да, то есть, вот, в общем, есть вот, да, то есть вы можете здесь прокачиваться, да, и так далее. То есть, кому интересно, могу показать немного больше спавна, если могу дальше пройти. Так, Майнкрафт, одержать чанк. То есть, вот, типа, рыбка. Я так понимаю, ее можно ловить в этом пруду. А, это, в общем, про кошек, я думал кликнуть, по привычке уже успел. То есть, как мы видим, вот такой вот дальше, да? То есть, сюда забраться, я не знаю, может, давайте попробуем что-то запаркурить. Если я сейчас не буду раховать паркуром, то может даже все это получится. Да, то есть мы можем запаркурить, я так понимаю, да? Ай, блин, пробел не нажал, ну ладно. Пожалуйста. И сейчас, думаю, попробую запаркурить. И этот, пока я буду паркурить, я эти моменты выдержу, чтобы скорее все. Все, ладно. Вот сейчас и допрыгну. Если пробел возьму. Ага, а вот тут мы видим барьер, то есть дальше мы уже пробраться не можем. И вот как бы все. На этом мы как бы заканчиваем. Ну, именно исследовать спаун. Ну что же, в общем, вроде я все более подробно рассказал. IP, напоминаю, сервер в описании. То есть как бы все есть, там группа. То есть вы можете узнать, где какая группа. То есть также напоминаю, что донатики есть на сервере, есть автодонат. То есть можете смотреть, то есть, да, то есть бустеры для вас, все, что есть, то есть, например, покупайте про, то есть ставьте все. Но вот, я только вот не знаю, например, варп про, если такой варп, ну, ага, у меня нет прав, ну ладно, калькуляции. Ну, и вот если напишу, например, что-то в чат, например, то есть я ютуберка, а не какой-то там про и супер чел, да, то есть, ну, все же. Вот, в общем, как мы видим, как я уже сказал, азиатов слишком много, так что, блин, что с чанками? Ладно. В общем, еда, еду можно покупать в магазине, если что, кому как интересно, то есть вроде бы 16 или 8 яблок стоит 25 центов, то есть за доллар вы можете купить, сейчас вот что, понимаю, за доллар стак яблок, да? А, нет, полстака яблок. Майнкрафт. Загружай. Ладно, в общем, мы нашли пасхалку, что это все. Ну кто его? Ой, что это все? Ну? В общем, это 3 плюс Б, кому интересно, то есть это, кстати, кто играет в Skywars, это может быть очень полезно, поскольку чтобы не было там получасовых длинных каток, то есть вы можете смотреть, где враг, но у вас могут поставить почти и так далее, и так далее. Вот, в общем, есть такой второй этажик, но я так понимаю, на нем все надувать нельзя, или можно, что я знаю. В общем, да, нельзя. То есть также хочу напомнить, что команда тут для продажи, типа, ну, это очень удобно, то есть, поскольку, ну, типа, как автопродажа, то есть, тут, ну, то есть, не надо куда-то бегать, чтобы продать и так далее. Тоже, в общем, ладно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. IP-сервер в описании. Всем удачи, новых встреч, всем пока.